Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю один из самых вкусных и востребованных тортов. Это торт персик маракуйя тропик. Торт очень нежный получается, торт с необыкновенно просто насыщенным тропическим вкусом. Готовить я торт буду сегодня большого размера. Торт буду готовить без желатина, очень простым способом, ручным миксером. Торт получается всегда, и торт просто нежнейший на вкус и очень насыщенный на вкус. Итак, сначала приготовим бисквит. Буду готовить классический бисквит к этому торту. Разделяю 12 яиц среднего размера, весом без скорлупы яйца примерно по 50 грамм. Разделяю их на желтки и белки. Вот это сделать важно, потому что взбивать будем ручным миксером. Даже если в планетарном миксере, я все равно советую на всякий случай разделять яйца, если вы хотите сэкономить время и если вы хотите, чтобы ваш планетарный миксер послужил подольше. Я добавила туда 24 грамма ванильного сахара и взбиваю эту всю смесь примерно 1 минуту. И сразу добавляю туда сахар. От 420 грамм от полной порции сахара примерно половину. И повзбивала минуту. По прошествии минуты я добавляю туда 20 грамм кукурузного крахмала. Все это я взбиваю еще примерно 3 минуты. Вот такая белковая масса у меня получается, слегка подрагивающие пики у меренги. Вот здесь очень важный момент. Меренга не должна быть перевзбита, то есть белок не должен превратиться в губку, а пики слегка подрагивать должны. Здесь у меня 12 желтков. Ни в коем случае заранее желтки не засыпаем сахаром, иначе они покроются такой пленочкой и уже невозможно будет их никак расшевелить. Весь оставшийся сахар я сейчас порциями добавляю в желтки, и желтки я взбиваю примерно 4 минуты. То есть тоже все это недолго длится, весь этот процесс. Вот такая пышная масса у меня должна получиться в итоге. Здесь у меня на стеночках немножко видно были такие желтые пятнышки от желтков. И я их сразу же убираю лопаткой, иначе потом они могут попасть в бисквит и будет очень некрасиво смотреться в тесте. Сейчас всю белковую массу я очень аккуратно и бережно круговыми движениями ввожу в желтки. То есть вот так вот примерно по 2 силиконовые лопатки я туда вкладываю в эту массу и вот так аккуратно перемешиваю, чтобы не осадить белки. Всю эту массу я вот так аккуратно, бережно очень перемешиваю. Ничего с ними не случится, даже если вы подольше будете мешать. Кто-то мешает все это при помощи просто большого венчика. Это как вам удобно. Вот таким образом я перемешала все белки. Возможно, они у вас не сразу даже под конец размешаются, они у вас размешаются вместе с мукой. Сейчас я просеиваю туда бережно тоже порциями, примерно в 5 приемов, 360 грамм муки. Обязательно муку просеиваем. И также лопаткой очень бережно, круговыми движениями я все это вмешиваю. Духовка у меня уже заранее обязательно разогрета на 175 градусов Цельсия. То есть выпекаем всегда только в заранее разогретой духовке. Вот такая пышная бисквитная масса у меня получилась. Форма у меня здесь без дна. Это обычное кондитерское кольцо, которое я застелила обычной фольгой. 26 сантиметров в диаметре. Выкладываю туда сейчас все тесто аккуратно. Форма у меня высокая, 8,5 сантиметров в высоту. Если у вас обычная форма с дном, она ниже, тогда вам потребуется 10 яиц на этот диаметр. То есть все пропорции на более низкую форму нужно брать из расчета порции на 10 яиц и, соответственно, других ингредиентов тоже. И, как вы заметили, бока формы я ничем не застилаю, чтобы бисквит хорошо поднимался. Выпекаю на среднем уровне в заранее разогретой духовке при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции. Духовку ни в коем случае во время выпечки не открываем. Этот бисквит у меня выпекался примерно 60 минут. Может быть, чуть больше, чуть меньше в вашей духовке это потребуется. Это все очень-очень индивидуально. Бисквит у меня испекся. Проверяю для вас деревянной шпажкой. Она должна выходить очень сухая и чистая оттуда. И вот теперь смотрите, еще в очень горячем виде я его сразу переворачиваю на решетку и даю ему сейчас полностью остыть вот в таком виде до комнатной температуры. Это будет первый наш шаг сейчас работы с ним после выпекания. Как только он у меня полностью, действительно полностью остыл не до теплого состояния, а именно до комнатной температуры, я уберу его сейчас на стабилизацию в холодильник. Вот здесь я вам сейчас показываю его диаметр уже после выпечки. Линейкой меряю специально для вас 26 сантиметров в диаметре он. Убираю его сейчас просто в пищевом пакете часов
часов на 6 можно на ночь в холодильник. Классический бисквит, тем более такой огромный. Вот так я делаю для того, чтобы он потом идеально у меня нарезался. Убирала я его сейчас в холодильник. Примерно 6 часов он у меня простоял. Достаю его из пакета. Вы также на данном этапе можете его и пищевой пленкой обмотать. Извлекаю теперь его из формы. И в принципе, если вы его не хотите замораживать, то есть хранить очень долго, вы можете его сразу использовать для работы в торт. Уже после его времени отдыха в холодильнике можно смело его использовать в торте. Нарежу я сейчас этот бисквит на 6 шикарных коржей. По этому бисквиту я снимала отдельное подробное видео, как я замораживала эти коржи. Здесь я не буду уже на этом останавливаться. Кому интересно будет, ссылочку я оставлю в описании к данному видео, как я работала с этими коржами. Именно как я их замораживала, как я их размораживала потом. Здесь я не буду на этом просто уже заострять свое внимание в этом видео, иначе видео будет очень длинным. Итак, 6-й корж, который у меня шапочка, в принципе, я буду ее использовать обязательно. Буду ее использовать в качестве самого нижнего коржа в этом торте. Сейчас я переворачиваю так коржи, чтобы мне удобно их уже сразу было брать при сборке торта. То есть шапочка у меня уже находится сверху. Итак, готовим сейчас тропическую основу. Сока вот таких вот тропических фруктов, покупной сок у меня здесь 1 литр. Я этот сок сейчас отправляю в кастрюлю с толстым дном, довожу до кипения, но не кипячу. Сок у меня достаточно кислый, поэтому буду добавлять сахар. 80 грамм кукурузного крахмала, 200 грамм сахара. Перемешиваю до однородности. 200 мл воды туда добавляю холодной. Иду сейчас на плиту. Сок у меня уже практически закипает, и всю крахмальную смесь очень аккуратно, бережно ввожу в центр кастрюли при непрерывном помешивании. Сейчас в кастрюле с толстым дном на умеренном огне при непрерывном помешивании я довожу всю эту смесь до кипения. Как только у меня вся эта масса закипела, я буду проваривать ее примерно 1,5 минуты, потому что объем большой. Чтобы крахмал весь хорошо заварился, смесь должна стать гораздо более гуще, она должна стать прозрачной и такого яркого цвета, не белесого. Когда вот прошло у меня примерно 1,5 минуты, я снимаю сейчас всю эту смесь с огня и сразу же переливаю в ту емкость, где она у меня будет остывать до очень холодного состояния. То есть не до комнатной температуры, а до холодного состояния. Накрываю обязательно пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовывалось у меня корочки, и убираю сейчас остывать. Сейчас готовлю персики. У меня здесь банка покупная консервированных персиков. Сейчас сливаю их на сито, 480 грамм самих персиков здесь вес. Нарезаю их кубиком. Сразу хочу сказать, заварную основу, естественно, нужно готовить заранее, когда будет у вас отдыхать бисквит, чтобы сэкономить время просто. В видео я просто это показываю последовательно, чтобы не запутать вас. Сначала бисквит, потом заварная основа, но надеюсь, что это понятно. Сразу говорю, эту заварную основу, вот эту тропическую, замораживать нельзя, она у вас отсечется. Компот, который остался от персиков, я разливаю сейчас в 2 кружки. Дополнила холодной кипяченой водой вот этот компот и буду использовать все это в качестве пропитки. И персики уже нарезала. Красиво их нарезать не получится, они крайне скользкие. 500 мл очень холодных сливок для взбивания. 16 грамм ванильного сахара, 120 грамм сахарной пудры, 24 грамма загустителя для сливок, 500 грамм холодного сыра маскарпоне, 500 грамм творожно-сливочного сыра, тоже сыр холодный, естественно, из холодильника. Сливки жирностью следует брать здесь не менее чем 30%. То есть сливки для взбивания, чем выше процент жирности у сливок. Если у вас сливки 33 и выше процентов, тогда не нужно брать загуститель для сливок. Взбиваю до устойчивых пиков этот крем. Заварная основа у меня уже остыла, вот эта тропическая, до очень холодного состояния. Делю примерно ее сейчас на 2 равные части. Вот эту половину одну я сейчас делю на 3 части, раскладываю в 3 кондитерских мешка, примерно равные части тоже. Это у меня пойдет в начинку. И остальную половину я сейчас взбиваю вместе с кремом. Вот так по 1-2 столовых ложки я ввела туда всю эту тропическую основу заварную в крем. Крем немножко разжижится, этого бояться не нужно, но все равно он будет достаточно хорошо держать форму, чтобы торт был в принципе стабильным. Торт будет необыкновенно просто насыщенным по вкусу. Здесь вот этот сок, когда вы будете выбирать, нужно обязательно брать с очень интенсивным запахом, ароматом и вкусом именно маракуйи, потому что там целый набор вот этих тропических фруктов, но маракуйя дает вот основную нотку.
крем готов у меня, начинаю сборку торта. Выкладываю нижним коржом именно тот, который у нас был шапочкой при выпекании. Наношу небольшое количество крема и начинаю из кондитерского мешка отсаживать борозды. Крем я поделила визуально на 5 равных частей. И каждую часть я взвешивала на весах. Использую каждую часть отдельно в кондитерский мешок, выкладываю крема. Вот эту вот тропическую основу вот этим лабиринтом выкладываю. И накрываю тоже небольшим количеством крема. То есть одна порция крема, одна из 5 порций у меня полностью должна уйти на один корж. Разравниваю, выкладываю следующий корж, обязательно пропитываю, потому что классический бисквит очень нуждается в пропитке. Здесь у меня крем, миска с кремом стоит на весах. И я уже вижу, сколько крема из миски я беру. Половину всех персиков выкладываю на этот крем. Торт будет большой. Если вам нужен маленький торт, 20 сантиметров в диаметре, допустим, всех продуктов очень просто. Нужно взять вдвое меньше. Следующий корж. Опять делаю вот этот лабиринт из крема и тропической начинки. Так называемые борозды вот эти. Опять корж, пропитка. Опять выкладываю крем. Все взвешиваю обязательно на весах. Завершаю все это сейчас опять так называемым этим лабиринтом. Здесь опять уже остаток персиков выложила. Накрываю обязательно тем коржом, который был у нас дном при выпекании. Поставила в кондитерское кольцо. Торт высокий получается. Торт весом получился уже вместе с украшением около 6 килограмм. Рассчитан он был примерно на 40 порций. То есть торт большой. Верхний корж обязательно пропитала. Разравниваю вот так рукой, чтобы сразу торт был ровный. Убирала его на ночь в холодильник. Сейчас готовлю крем просто для покрытия. Масло со сгущенкой. Торт огромный, поэтому готовлю много крема. 750 грамм сливочного масла. Размягченное сливочное масло взбивала пару минут и 2 банки сгущенки. Ввожу вот так вот постепенно. И масло и сгущенка должны быть обязательно комнатной температуры. Примерно 1 столовую ложку крема уже взбитого отложила сейчас в отдельную мисочку. И буквально каплю сиреневого красителя туда ввожу. И хочу сделать этот крем не желтым, потому что вот эта желтизна, она явно так очень выражена всегда в масляном креме на сгущенке. Сейчас сделаю его более нейтрального, такого более кремового, скажем так, цвета. Для этого просто нужно смешать его слегка с сиреневым красителем. Но сиреневый краситель добавляем ни в коем случае не в сам крем, а именно в отдельную мисочку, чтобы нам смотреть интенсивность вот этой вот сиреневости. То есть он должен посветлеть, но не стать сиреневым. Итак, крем у меня этот для покрытия готов. Торт я достала из холодильника, убрала ацетатную пленку. И сейчас я вот этим кремом масляным на сгущенке покрываю торт. Наношу его из кондитерского мешка. Если у вас он холодный и будет плохо наноситься, вам следует его немножко прогреть в микроволновке. Сейчас зимнее время, я его прогревала импульсами, всю эту миску, буквально здесь 20 секунд в микроволновке. Этот торт вы, естественно, можете покрывать любым кремом. Просто этот торт очень нежный, и он, конечно же, нуждается в каком-то более стабильном креме для покрытия. Наношу вот так вот шпателем. Это у меня как бы черновое такое выравнивание. Сейчас я дополняю там, где у меня не доставало крема. Это я показываю просто на тот случай, если вы захотите выровнять этим кремом торт. Очень удобный крем, очень быстрый. Я здесь взяла его много, потому что я хотела сделать еще украшения вам показать. Завитки. И в принципе у меня весь крем уйдет, потому что торт огромный. И в высоту, и по диаметру 26 сантиметров. Делаю фигурным шпателем сейчас на боковине торта вот такой узор. Вы можете этого не делать. Это я просто показываю такой быстрейший вариант украшения. Обычным кондитерским шпателем, которым я наносила и крем в начинку, делаю вот такую элементарную спираль сверху из насадки 336, звездочка. Я просто делаю окантовку. Вот этот крем превосходно можно использовать под мастику. Его можно использовать под белково-заварной крем, если вы захотите потом сверху белково-заварным кремом украсить. Потому что один белково-заварной крем вот такой объем и такую нежнейшую начинку идеально ровно держать не будет. Нарезается он превосходно, этот торт, обычным холодным ножом, сухим. Разрез шикарный у него получается. Нижний корж, конечно, проседает, потому что объем огромный. Нежнейший торт на вкус, ароматнейший, тающий во рту торт. Нравится как взрослым, так и детям. Это один из самых популярных вообще тортов. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.